день, дорогие мои друзья, мои родные, мои девочки и мальчики, которых я очень-очень люблю. Спасибо вам всем огромное за поддержку, за комментарии душевные, добрые, которые вы мне писали. За все огромное вам спасибо, что вы со мной. И новых подписчиков я тоже очень-очень рада видеть. Ну, как видите, я уже нахожусь дома. И я сейчас просто жду Массимо, мы должны поехать забрать мою машину. Но коротко, быстренько вам расскажу, как прошел мой перелет. Мой перелет прошел, как всегда, замечательно. Замечательно, я имею в виду без опозданий. Это было самое главное, помимо усталости, тяжести, голова, там, всяких забиваний и так далее. Главное, что самолет не опоздал, ни один и ни другой, а это самое главное, потому что когда я летела туда, вы знаете, помните, что наш самолет задержался на 4 часа, и очень много людей потеряли просто свои самолеты, свои билеты, и были вынуждены снова экстренно покупать новые билеты, так как никто им их не возвращает, и очень многие, и я в том числе, не брала транзит. В данный момент невозможно брать транзит. Многие брали, конечно, но и тем не менее они потеряли свой самолет. Я не знаю, дадут им, не дадут обратный билет, бесплатный я имею в виду. Сюда я летела очень тоже осторожно, но при вылете, я вам потом там кусочки добавлю, у меня не было ни силы снимать, ни фотографировать. Я просто не брала телефон в руки, так как у меня действительно не было сил. До вылета я сутки не спала. Ну, день, сами знаете, не сплю, потом, значит... Ночь у меня пришел момент закрывать свои чемоданы, и мне нужно было все запихивать в килограммы, в граммы, просто минимально. Мне до Стамбула можно было взять, вылетала я в 11 часов ночи, самолет задержался на полчаса, ладно. До Стамбула мне можно было взять только 20 килограмм багажа, который я должна сдать, и 5 килограмм ручной клади. Сама ручная кладь, что это такое? Маленький чемоданчик или маленькая сумочка? Иногда за колеса придираются, что нельзя колесики. У меня там, сюда когда летела, то же самое было, я уже вам рассказала, кому интересно, посмотрите. Я вот это всю ночь, вот так, а если вот так, а если вот так, то доложу, то выложу, то доложу, то выложу. Что я делаю? Покупаю еще 10 килограмм на рейс Ир-Аэро, то есть это иркутские авиалинии, и покупаю еще 10 килограмм ручной клади. Должна быть сумка. Сумка, то есть, ну вот сумка без колес. Я не знаю, можно было, там нарисована была сумка, и нарисовано бывают чемоданчик или багаж, где есть колесики. Они очень цепляются к этому всему сейчас, поэтому будьте осторожны. Я за свои колесики, когда туда летела, заплатила им 60 евро. Но накануне вылета я заехала к своей сестре, она должна была передать мне пастилу для моей Миланы. Она ее готовит сама, очень она бывает вкусная, натуральная, у нее свой огород, сад, яблоки, алыча, сливы и все свое домашнее. Она мне дает эту пастилу, она вот так вот таких пачечки было 2. Сейчас я вам ее покажу. Заира, привет! Это моя старшая сестра, которая плохо слышит, с которой я была на празднике. Там у меня есть видео, по-моему, предпоследнее, что ли, или последнее. Так что, кому интересно, тоже проходите. Она, видите, она разных цветов. Посмотрите, она разных цветов. Здесь нет сахара. Это натуральные фрукты. И она их вот так вот, я одну вам покажу, чтобы все не разворачивать. И она их вот так высушивала. Делает, она сама очень любит. И вот такая вот квадратная пластиночка тонкая. У нее есть машинка, где она их сушит. Ну, в общем, вот таких 2. Я говорю, у меня груз, у меня уже переполнено. Она говорит, нет, возьми, Милане, нет, возьми, Милане. Ну, хорошо. И вот я таких 2 взяла. Потом я ее просто спрашиваю.
нет ли у тебя сумочки баллоневой, тоненькой, чтобы, потому что у меня в голове было такое тоже. Анжела мне, моя заловушка, дала другую сумку вместо этих колесиков. Вначале я хотела колесики раскрутить и заложить в багаж. Потом, думаю, в Стамбуле их вытащу и прикручу. Короче, такая морока. Вот это все, вот представляете, почему я не спала ночь до вылета. Думала, закручу в Стамбуле, а потом думаю, слушай, этот чемоданчик, он сам весь же, как, ну, упругий, пластмассовый такой, он сам весит где-то 1,5 килограмма. Думаю, туда можно положить всего 5. 10 я туда, может, не запихаю, может, запихала бы. Но все-таки колесики. Думаю, что я буду зря терять еще 1,5 килограмма, которые он весит сам, и еще туда в большой докладывать эти колесики, будет перевес. Зачем он мне нужен, я его оставлю дома. В общем, оставила его дома. Те 10 килограмм, которые я докупила, я, значит, положила в сумку, которую мне дала Анжела. И вот сестре говорю, у тебя нет такой баллоневой сумочки, вот легкая-легкая, просто вот, ну, такая шопер, которая шопер. Она мне говорит, вот и на полу у нее лежит, она ж портниха, и у нее на полу лежит, значит, такая же черная, ну, небольшая, правда, с тканями, вот это все. А я говорю, вот такая, дай мне ее, говорю. Она говорит, она маленькая, я тебе сейчас пошью. И она за 2 часа мне пошила сумку, которая меня просто спасла. Вот вы верите, она меня просто спасла. Спасибо ей огромное, она меня смотрит, и этот жест она поймет, потому что она плохо слышит. Просто посмотрите, она нашла и ткань, я отойду, чтобы вам было видно. Она нашла и ткань, и по размерам 55, 40, 20. Ну, 20 я уже не стала ширину брать, потому что она легкая, если туда напихать, она будет и больше 20. В общем, вот такую сумочку своими ручками. За 1,5 часа она раз-два и готова. Посмотрите. Ну, без подклада не нужны были лишние ткани, а как она переливается. Она двухсторонняя, ну, в смысле ткань двухсторонняя, такая просто красота. Я говорю, что я раньше тебе не сказала, я бы хотела курточку, жилеточку из такой ткани красивой. Посмотрите, какая она красивая. Просто обалденно. И, в общем, меня спасла вот эта сумочка. Опять же, у меня же в руке уже было 10 килограмм. И 23 багаж. Надо было 20. Целая конспирация, в общем. Альбине говорю, Альбина меня провожала, так как ночью с племянником Тимуром, с нашим певцом, который со мной пел в машине, вы уже тоже знаете, и все его полюбили. Снимать просто не могла. Я была уже как пьяная, потому что ночь не спала. Вот это все, это эти мысли. Как положу, что положу, как положу, что положу. В итоге я не спала. Я просто зря себя накрутила. Да, не зря, конечно, крутила, но всего лишь надо было заплатить за 3 килограмма 5500 рублей. И все, и все вопросы решены. А в Беслан, в аэропорт, я вам его потом покажу. Он новый, красивый. Ну, я думала, мы зайдем в большое здание, а там, я думала, мы зайдем в большое здание, а там, значит, международные вылеты, маленькое такое, серенькое, сбоку пристроено, и мы пошли, естественно, туда, чтобы, наверное, не топтались там много людей в большом здании. Ну, ладно. Там сидит одно окошко единственное, и все, и проверка, и окошко, и, значит, мы подошли. Я Альбине говорю, это я уже придумала в машине, тут же у меня тоже было все набито. И я сюда же положила свою дамскую сумку, которая была тоже такая. Да, и вот рядом с дамской сумкой, вот так где-то, я вот это все набила, наверное, тоже может до 8 килограмм точно, если не больше. Вот представьте, у меня сейчас болят до того плечи, что я просто вот так ее несла, но пока она была у моей сестры. Я прошла регистрацию, я говорю Альбине, держи ее у себя, как только я сдам багаж, отдашь мне вот эту, дамскую обратно засуну сюда.
Зачем это надо было? Еще конспирация, она никому не нужна была. После того, как я заплатила 5500, у меня даже не взвешивали мою ручную кладь, где я купила за 10, может, там я 20 упаковала. Вообще никому не было ничего интересно больше. И все. Ну и все, и после того, как я прошла эту регистрацию, я забрала у нее эту зеленую сумку, там же прям перед ними засунула туда свою дамскую сумку и аривидерчи грация. Засунула все, в общем, зашла вовнутрь, они меня начали спрашивать, есть ли у меня лекарства, есть ли у меня золото. Я была в золоте, я говорю, ну вот, да, есть у меня золото, это мои личные. Лекарства тоже у меня есть, тоже мои личные, потому что, ну что, я говорю, от давления, от успокоительный, я ей говорю, успокоительный, я говорю, ну да, у меня есть, как и у всех нормальных людей, и все. А по рецептам что-то нет у меня ничего по рецептам, слава богу, и на том все. Ну и когда я зашла вовнутрь, я села сразу на первый стул, рядом со мной оказалась одна замечательная женщина. Я говорю, можно мне здесь присесть? Она говорит, да, конечно, можно. Я была вся никакая, уставшая, и мне просто захотелось сесть и немного расслабиться. Разговор за разговором, слово за слово. Оказалось, что она тоже летит очень-очень далеко, еще дальше меня. Ну, конечно, мы, осетины, любим общаться, знакомиться и разговаривать, чтобы просто не сидеть рядом молча. И вот я рассказала о своем, что меня здесь заставили, попросили заплатить 5500 рублей за 3 килограмма. А она говорит, меня тоже хотели заставить. У меня, говорит, было 1,5, что ли, килограмма перевес. И для нее была тоже та же самая сумма. Она просто взяла это в пакет, выложила. Ну, ей было меньше. А у меня, так как было уже 10 килограмм, я думаю, ну, как я буду с ними, уже просто физически невозможно. В общем, слово за слово, мы с ней познакомились. Просидели рядом, в самолете долетели, и там в Стамбуле снова встретились. И вот благодаря, сам Бог, наверное, нас свел. Мы познакомились, провели всю ночь вместе. В один момент я ее потеряла, когда мы сдавали багаж. Вот вы можете себе такое представить? Ну, нам же в разные места. Она летит в Нью-Йорк, я лечу в Италию. У нас разные багажи, чек-ин, как его, регистрация. Ну, у меня была онлайн-регистрация, но багаж-то надо сдать все равно. Поэтому багажный прием был у меня одна сторона, у нее другая сторона. В общем, мы в один момент как-то потерялись. И потом я уже походила, погуляла там же в аэропорту, ну, где мы сдавали этот багаж, где я сдавала. Мы по буквам смотрели, что мы рядом находимся. Она тоже говорила: Фатимочка, я очень рада, что я с тобой познакомилась. Это просто свыше делается. Так как я с Жанной познакомилась по интернету, с Фатимой я познакомилась в Беслане в аэропорту, рядом на сидении, и мы разлетелись в разные страны. Да, но мы тоже с одного города, тоже она осетинка, очень приятная женщина, просто бесподобная. Ну, наверное, так говорят. Человек притягивает к себе подобное. Кто молодец, я молодец. Ну, в общем, вот так вот. И в этот момент, когда я ее потеряла, я как будто потеряла своего попутчика. Вот на самом деле мне было так тяжело, мне было так не по себе. Ну, как же я сейчас буду здесь до утра? Было, наверное, полтретьего ночи, вот 3, ну, 3 пусть будет, да, и до утра. У меня в 7:30 вылет, 7:25, что-то вот так. И ей тоже был вылет в 7, тоже, это же 35, что ли, или вот то же самое. 5-10 минут между нами было. Думаем, как хорошо, будем вместе держаться, разговаривать, проведем это время, 6 часов, которые, ну, там 6-5 уже оставалось, сколько оставалось. Думаю, будем хоть рядом, хоть с кем есть, просто перекинуться словом. И чтоб не было скучно, и чтоб не было сильно, как бы, трудновато,
все-таки в чужой стране ты себя чувствуешь, да, можно было пойти, там, взять что-то себе, ну, попить и выпить, и покушать, и, ну, сколько ты будешь это тоже делать, а время ночью идет очень медленно, а голова уже тяжелеет, и мозги уже засыпали у меня, вот я уже чувствовала, там, глаза еще смотрели, а мозги уже спали. И вот в этот момент, когда я ее потеряла, я попыталась отойти туда, попыталась отойти сюда, но почему-то вот мое сердце меня не пускало далеко уходить от того внутреннего контроля уже паспортного последнего, чтобы уйти вовнутрь. Там аэропорт новый, очень огромадный, его просто невозможно обойти, можно, но очень долго. И я вот от этого центрального входа как-то туда пойду, сюда пойду, и стою, и стою, и стою, и смотрю. Ее я уже не ждала, потому что, ну, думаю, время прошло, уже мы как-то растерялись, потерялись, ладно. И тут я вот так стою, смотрю на вход, и вдруг появляется она. Я вижу, что она меня не видит. Она смотрит на табло подальше меня, а я вот на переднем плане просто стою, так на нее смотрю и говорю: Фатима! Она меня когда увидела, говорит: ой, Жанна, ты что, я тебя потеряла? Я говорю: где ты была, куда ты делась и почему ты только зашла? Потому что я думала, что я ее потеряла, а хотя я сидела на пуфике напротив очереди, где она еще проходила, она после меня стала проходить, но оказалось, что не туда. И тут я поднимаю голову, ее нигде нет, и я в панике стала бегать ее искать, но, увы, не нашла. И потом я решила все-таки зайти в последний уже на посадку контроль, где уже все, не выйдешь назад, и, короче, думаю, может, я ее найду там. Я вот так вот оглянулась, и она, боже мой, моей радости не было конца. Думаю, ну надо же, я говорю: Фатима, это что-то специальное, прям не случайно. Мы потерялись и снова встретились. И вот тогда мы уже досидели с ней до самого утра, 6:40, наверное, было, и мы с ней разошлись вот так опять на выход на гейт, когда уже объявили наш гейт на посадку. У нее был А, у меня был Б, и мы вот так разошлись и разъехались. Надеюсь, она долетела благополучно. Огромный ей привет от меня и от всей моей семьи. Я уже им всем рассказала, что мы познакомились, посидели, попили чай, кофе, поговорили, разговорились, каждый о своем рассказал. И вот такое новое, хорошее, чудесное знакомство у меня было не в нашем, а по дороге домой. В нашем аэропорту, да, в нашем аэропорту, и меня сопровождала, а я ее сопровождала своим присутствием и своей компанией. Вот так, дорогие мои друзья. Ну все, на этом я буду, наверное, заканчивать свои видео. Там еще добавлю вам машину, как забрали, и наш перелет. К сожалению, я ее не снимала, да и себя не снимала. Вот я же вам сказала, что я была до того просто уставшая, что я даже не могла вот это вот еще держать, а фальшивые эти улыбочки я делать не могу, и поэтому не снимала. Простите, надо было хотя бы одно фото с Фатимой сделать, надо было, ну ладно. Ну все, дорогие мои друзья, на этом я буду заканчивать и свое видео. Огромное всем спасибо, огромное спасибо всем, дорогие мои, кто поддерживает меня, и новые подписчики тоже. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и писать комментарии. Это моя обратная связь с вами, поэтому не забывайте об этом. Ну и ждите еще моих новых видео, которые я не домонтировала еще с Осетии. Так что не думайте, что уже в Осетии ничего там не было. Там еще было, и я вам это все покажу. А сейчас мне просто хотелось показать вам, что я уже прилетела, что я уже дома. И дальше уже будет идти все своим чередом. Огромное еще раз вам всем спасибо. И до новых встреч. Пока-пока. Идем за машиной. Сейчас поеду на мотоцикле. Все.
ним поеду на мотоцикле. Вот сюда я сейчас должна залезть. Так, сейчас поедем за моей машиной. Дай каску. Пока меня не было, и вот тут стукнули на мотоцикле. Вот показывает мне вмятинку. А, и здесь. Ага, и здесь. Ага, это, говорит, тоже кривое, колесо немножко скривилось. В общем, мы пошли. Как я вам? Огромная. Огромная каска. Какая? Come grande, Massimo, no? Però protegge bene. Ну, поехали. Buongiorno. Buongiorno. Ну вот и моя машинка родная тоже готова. Я еду уже на ней домой, забрали мы ее. Я не знаю, что он там делал. Он поменял это сепарационное, и надо было что-то здесь доделать. Припечатала мне мою прическу. Это каска его. Так. Едем, едем, едем. Жарко. Сегодня жарко. Очень жарко. Да, соскучилась я, конечно, и по своей машинке, и по вождению. Ну, все, теперь уже все станет на круги своя. Все будет как раньше, да. Массимо впереди на мотоцикле своем, я за ним. Как будто я дорогу не знаю. А вот отсюда это немного далековато. Он ехал отсюда, не ехал, а когда сдал ее утром, пешком пришел домой, бедный. Я говорю, ты вот это все прошел пешком? Он даже мне ничего не сказал, что надо, ну, взял бы другую машину, я бы эту мамину его или сестры, кого-нибудь, я бы в конце концов также бы приехал на мотоцикле вместе. Ну ладно, едем домой, все хорошо и слава Богу. Куда? C'è un matrimonio. Добрый день, дорогие мои друзья. Бригада УХ работает до 2. Мы снова в сборе вместе. Allora, siete contenti? Buongiorno. Мы все счастливы Ai nostri amici. твоему возвращению, мы все счастливы. Да, особенно ты, да? Я, да. Ой. Все знают, что ты сегодня вернулась. Все. Нет, не все. Вот мои девочки не знают. Ну, кто меня знает. Да. В общем, я приехала, 2 суток не спала, и меня сразу пригласили, вот моя молодежь, на обед, нас с Массимо. Так что мы идем в очень такое вот симпатичное место. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, как здесь красивенько. Все зелено, там где-то музыка играет, потому что там свадьба. А здесь вот так. Вот как красиво деревья эти сделаны, смотрите, выстрижены. Оливки, оливки мои дорогие, как я по ним скучала, сколько я их не видела. Ух, какое дерево, смотрите. Какое дерево. Ой, а как оно красиво выстрижено и очень-очень-очень старое. Массимо!
Заходи, говорит. Мы и так уже опоздали немножечко. Ну, ничего страшного. Вот так здесь интересно. Сегодня воскресенье, здесь очень много людей. Мы пришли попозже. Так что народ уже заканчивает свой обед, а мы только начинаем. За нами прям кухня. Смотрите, какие там колокольчики висят. Огромные-огромные. Так, после долгих перекусок и закусок мне принесли паста и пататы. То есть паста с картошкой. Но я вижу тут еще и зелененькая. Что это зелененькое у меня? Камбери, буррито. А это у моего зятя такое блюдо. Затребовал еще и креветок сверху приложить. Они должны были быть, да? Вот аферисты, а? Аферисты. Афористы, Sì, sì, da. Poi devono fare pure gli assaggi tutti quanti. Дай, попробуйте. Grazie. Так. Acqua, sì, grazie. Acqua, sì, sì. Comunque non aveva raccontato. Che cosa? Hai fatto il video? Che stai a fare? Stai ipnotizzando il cioccolato? Ok, basta. Secondo me tu non sai di Ieri, non riesco qua. È pagato. Grazie. No, non tutti la fanno scomposta. Ой, часа 3, наверное, обедали, если не больше. Так, теперь они говорят, здесь есть какой-то фонтан, бассейн. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Non c'è? Ah, stanno facendo bagno. No, Massimo, no. Non andare. Andiamo a casa, dai. Ah sì, saluta. Ciao, Ferdinando, saluta. Salutate, привет. Привет.